Здравствуйте, наши друзья вернулись из своего путешествия на Памирский тракт. Для тех, кто не знает, их зовут Павел и Дмитрий. Было очень красочно и захватывающе, судя из ваших сторис. Может быть, расскажите поподробнее и вообще, как такая идея пришла в голову, откуда, как это все реализовалось? Мы вообще с Пашей много путешествуем. И позади у нас были поездки на автомобиле в Грецию и в Норвегию. В этот раз мы решили придумать что-то новое, более интересное и захватывающее. И выбор пал на Памирский тракт. Он проходит через Таджикистан. Когда мы планировали маршрут, мы решили, что нам бы не хотелось ехать 2 раза по одной и той же дороге, и поэтому на Памирский тракт мы решили проехать через Иран. И для этого нам нужен был внедорожник. С Димой посоветовались, он выбрал как специалист в технике машину и занялся ей подготовкой. Вся подготовка у нас заняла около месяца от момента покупки машины до выезда. Нашли партнеров, которые нам помогали в этом. За 1 или 2 недели мы, объехав всех партнеров, поставили все оборудование дополнительное на машину и отправились в путь. Он вообще рабочий? Да хрен его знает. Непонятно, да? Да, на разборке взял. Ух ты. Но подшипник менять сразу надо. Меняем тормозную жидкость. Антифриз, помпа это понятно, маслодвигатель тоже понятно. Да, и снимаем, смотрим ГУР. Редуктор нам говёный прислали. Почему? Да, перетянутый хвостовик был, убитые подшипники в хвостовике, пришлось их менять. Короче, редуктор вышел нам по тройной цене в итоге. Ты куда так наехал на меня? Привет. 4:30 утра выезжаем из Москвы. Дима вообще никакущий. Ремонтировал машину последние эти 5 дней. Планируем ночевать в Ессентуках, но неизвестно, когда до них доедем. Поэтому ночуем здесь. Мы отправились на юг, на Кавказ, к моему другу Юре, с которым я вместе учился в школе, а сейчас он живет в Ессентуках. Там встретились с его подругами и отправились на плато Бермамыт. Дима за рулем, его очередь рулить, моя очередь отдыхать. Change your mind about leaving it all behind. Remember, no geography. Me, you, and me. I'll take you along. I'll take you along with me. I'll take you along with me. I'll take you along with me. Дальше мы отправились в Грузию. Не-не-не, подожди, ты забыл про Снака. Это же наш друг на таком же форанере, как у нас. Подмышка занюхана.
Летаем! Хоть там и были какие-то беспорядки, протесты против России, но, в принципе, нас никто не тронул. Ну, Да и вообще как-то- никто не мог тронуть, да. потому что грузины очень гостеприимные. Вспомни, Да? мы же там были уже не один раз. Сразу поехали дальше в Армению. Включаем хабы. Он едет почти со скоростью, как я иду, только не устает. Да, тяжеленько немножко. В машине проще. Тут сразу одышечка. Высота где-то 3400, 3500. Километра 3 еще. Машина дальше не проехала, и мы решили пойти пешком. Да, мы это сделали. Совершили восхождение на 4000 метров. Смотрите, какой здесь вид. Тут вообще отлично, прям жара, я хочу позагорать немного. А как голова? Немножко кружится, но терпимо. Еле-еле видно. Всего 3 километра. Вкуснятина. Как ваши ощущения после спуска? Очень ресурсоемкий спуск. Отдышаться надо. И подготовиться заново. Более серьезно. Вот и завершается наш спуск в машину. Закат, затем поиск еды. И едем на Горный Карабах. Спасибо. Да мы в озере в каком-то стоим. Но это больше на лягушатник похоже. Да, справа суша. Мы тут нашли место в море и будем ночевать. Я слышала, что это спорная территория, и то, что там воюют, у вас не было проблем? У нас никогда нет проблем. Приехали в Нагорный Карабах. Мы первым делом отправились на термальные источники. Супернатуральный углекислый газ или еще какой-то газ, не знаю. Пахнет здорово. Из-под земли доносится музыка. Идет сначала небольшая вибрация, а потом мощный бас. За вас, за нас, за Кавказ. Такая красота. Мох, вода, Дима. В целом никто здесь не воюет, а люди живут и ведут свое хозяйство. В столице Карабаха идет обычная человеческая жизнь, и местные легко знакомятся и любят рассказывать интересные истории из своей жизни. Провели здесь мы всего один день и поехали дальше, в сторону Ирана. Моя христиане, я горжусь тем, что я христиан. Будьте здоровы. До свидания. Счастливо. Родные. Всем христианам привет. И как вас встретил Иран? Иран спал, в прямом смысле слова.
Мы когда туда заехали, нам пришлось спать тоже прямо на границе, где-то до 8 утра. Так как мы на своей машине, она на российских номерах, нам обязательно нужно было поставить отметки в специальный документ таможенный, называется «Корнет», мы его дома получали. Спали люди в обменниках. Я к ним там стучался очень долго прям. Вот так и так, и вот так. А они там как будто бы привыкли к этому. Просыпайся. Деньги хочу менять. На границе нам показался, что был полный бардак, и немного стали расстраиваться из-за Ирана. Но все изменилось, когда у нас лопнул радиатор прямо посередине дороги, видимо, из-за жары. Просто вытек. Еще сами даже не поняли, что произошло, вышли из машины, стали смотреть, откуда чего течет. Раз же рядом с нами остановился таксист, подошел и предложил свою помощь. Благодаря ему нам удалось за 3 или 4 часа всего лишь починить машину и продолжить свой путь в Тегеран. Мы в Тегеран ехали для того, чтобы подать документы на визу Туркменистана, потому что в Москве нам Туркменистан отказал в визе, и мы хотели повторно податься в Тегеране. Мы вернулись на парковку и встретили каких-то местных, видимо, людей. Они фоткали нашу машину, и когда узнали, что мы их на этой машине приехали, они захотели еще и с нами сфоткаться. Так мы разговорились. Работники нас пригласили помыться там, у себя на стройке. Здесь супер жара. И вот эти великие люди нас выручили. Сейчас принесут еще чай, починят машину, возможно, сломают. О, спасибо. Пригласили к себе домой, сделали там шашлыков. Ребята уже назначили нам завтра ремонт кондиционера, и сейчас мы едем на водопад. 200 meters in waterfall. Pasha, go! Go! Very hard to speak English. Чуть какие. Ребят, так здорово. На самом деле, после ваших рассказов и вообще погрузилась реально с головы прям в атмосферу Востока. Основные умы Ирана собрались починить кондиционер. Ничего не понятно, говорят, $100 надо заплатить. Мы не очень хотели с ним прощаться, но у нас совсем мало времени, и мы поехали на Каспийское море. По дороге мы проезжали вулкан Даламан. Это самая высокая гора Ирана. По высоте он такой же, как Эльбрус. Ну, естественно, в Паше проснулся альпинист, и он говорит: давай зайдем туда. Я его, конечно, попробовал отговорить, потому что я вообще не альпинист ни разу и так высоко никогда не поднимался. Я попробовал немножко поупираться и говорить, что мы не готовы, что там слишком высоко. Но Паша меня, в общем, убедил, что... Наверное, деваться некогда было. Да. Ты выспался или нет? Угу. Ну а что не встаешь? Что там? Готовимся к выходу на вот ту гору. Ночевали около мечети. О, какой рюкзак с собой собрал. Класс. А палки-то взял? Блин, пойду за палкой. Что, Дим, сейчас мы идем на 5600. Да? Надеюсь, удачно у нас все будет. Ну, в горах Памира надо будет на 7000 зайти. Ну, хотя бы на 6500. Да вообще можно, в принципе. Мы же хотели там какие-то свои рекорды поставить. А сейчас мы акклиматизацию пройдем, восходя на эту гору. Правда, у нас всего 1,5 дня на это. Давай. Немножко устал, но в целом норм. Ветер в голове есть? Нет. Ну, пока вообще ничего не ощущается. А что останавливался тогда?
так часто. Ну, задыхался немножко. Установка палаточки. Я так понимаю, что вы не боитесь высоты, и горная болезнь, там что-то, это вообще не про вас, да? Я бы так не сказал. Горняшка, перейди на другого. Несмотря на то, что это был простой трекинг, то есть легкая сложность, надо было просто идти и очень долго, но горняшка нас накрывала из-за высоты. Но мы постоянно давали себе отчет, как бы анализировали свое состояние здоровья и продолжали путь. Время 3 утра. И что-то мне как-то фигово, походу, я не пойду. Немного голова болит и признаки тошноты. Надо больше времени, наверное, для акклиматизации. А вот и не передумал. Взял да пошел. Мы прошли уже почти, больше, чем четверть пути. Ну, короче, что, огонь расцветает, в темноте было тяжело идти. А вот и рассвет. Классно, да? Остались последние 300 метров, которые как раз вот самые сложные, как выясняется. Круто то, что у нас голова не болит. И вроде просто одышка, небольшое головокружение. А это все признаки хорошего состояния человека. Ну, в горах. Не так уж смертельно. Ну, хорошо. Нереально дышать на такой высоте. Буквально проходишь 30 метров медленным шагом. Ты задыхаешься, останавливаешься, пытаешься отдышаться, у тебя это не получается, потом кое-как восстанавливаешь дыхание, проходишь еще метров 30 и опять стоишь. Но в итоге мы все-таки поднялись на самый верх. Забрался на вот эту высоту. 5630. Здесь. Ну так что, ребят, вы до моря-то все-таки добрались? Нет. Мы отправились в сторону моря от Даламанда. На автостраде была пробка, и в этой пробке мы познакомились с местными джиперами. Поравнялись с нами и стали... Выкрикивать там несколько слов, которые они знают. Это типа Путин, и показывать какие-то сердечки. Руссия, Руссия, типа друзья. Ну, а самое главное, они нам сказали оффроуд кэмп. Мы это поняли. Кэмп. Такие, опачки, оффроуд кэмп. Мы сразу поняли, что нас ждут приключения, потому что они нас звали с собой на рыбалку в горной реке. Да, ехали на Каспийское море, в итоге эти ребята нас перехватили и хотят забрать нас на оффроуд кэмп. Посмотрим, что это такое в час ночи. И не побоялись? И поняли, что от этих встреч и случайных знакомств можно ждать только положительные эмоции, и нам нечего опасаться. Хотя вот сейчас, недавно, я пересматривал фотографии этого прям... Вообще, с кем мы были там? Такие люди? Ну, вы, наверное, представляете. А на момент путешествия они уже были как будто бы свои. I love you, Putin! I love you! Russia! Доехали все-таки до Каспийского моря, сделали там пару фотографий, никто, на удивление, там не купался. Но мы воспользовались возможностью помыться в общественном душе. А дальше через Тегеран
мы отправились в город Кум. Это город считается религиозным центром Ирана. Там какой-то был праздник мусульманский. В самую большую мечеть мы хотели зайти, посмотреть ее. Там было все огорожено, и был проход через рамки с металлоискателем. Погуляли, и потом к нам подошел полицейский, отвел в полицейский участок, и начался какой-то типа допроса. Нас стали спрашивать, мусульмане мы или нет, и вообще, что мы здесь делаем, если мы не мусульмане. Ну, мы в тот момент думали, что нас не просто попросят удалиться, а попросят куда-то проследовать. Но были у нас и пожестче приключения. Они у нас начались вечером как раз, когда мы поехали искать ночлег. Мы отправились на Соленое озеро. Ну все, приехали. Счастливый случай. 0 часов 00 минут. И не заметил, как съехал с тропинки, хотя там везде вроде дорога бывает. Ну и залез по пояс в грязь. Да, ты только забыл сказать, что это произошло, когда мы отъехали от ближайшей деревни почти на больше, чем на 30 километров. Ну, это мы уже потом поняли. Мы же не планировали тут там останавливаться. Так вот мы закопались. Выход один. Сейчас оставить в машину, взять воды и пойти 10 километров. Там мы видели какой-то замок. Пока ночь и не жарко. Может, завтра будет плюс 50, наверное, в этой пустыне. Сейчас уже 2 часа ночи. Луна освещает нам дорогу. Дима пытается договориться с местным через переводчик. They need help. Please. Нас не впустил этот мальчик. И мы тут сейчас прикурнем под луною на кирпичах. Минут 5 и пойдем 15 километров до следующей жизни. Че, устал? Есть немного. Можно сказать, ночной полумарафон по пустыне сделано. Галочка поставлена. Нашелся трактор. Вытаскивая машину трактором, мы с Димой чуть не поссорились, потому что я там так перегрелся. Кондиционер работал на максимум, но холода я особо не чувствовал. Я там пил воды постоянно и тоже не напивался водой. То есть какой-то процесс во мне был, видимо, истощение. И мы отправились в Исфахан. Самая известная достопримечательность в нем — это Королевская площадь, находящаяся в центре города. Очень красивая архитектура там. Плюс там еще рынок находится, который мы тоже прошли и посмотрели. Второе место достаточно красивое. Через город течет река. 2 или 3 пешеходных моста через эту реку. И это круто, когда на улице достаточно жарко, а ты можешь взять, пойти погулять по воде, охладиться, встретиться с друзьями, пообщаться. Приехали на какую-то гору, выбираем место для палатки. Ну чё, как лучше, чтобы солнце не пекло? Ну вот как раз стеной будет закрывать до 8 утра. Отлично. К 8 утра в машине под палящим солнцем становится невыносимым. Ты просто сначала начинаешь потеть, а потом от этого просыпаешься просто. Всегда стараемся отъехать подальше от жизни, ну, чтобы меньше шума было. Местный народ там ничего с нами не сделал. Да, но иногда у нас бывает и по-другому. Мы едем в поисках ночлега до утра, приезжаем, и потом вроде бы уже и ночевать-то не надо, и едем в итоге дальше. Да, просто спим по очереди, да и все. На утро поехали смотреть город Персеполис, точнее то, что осталось от города 5 века до нашей эры. Затем поехали в город Шираз. Там нас ждал Хасан. Это Димин друг, он познакомился с ним в Инстаграме перед путешествием. А так как он чемпион по оффроуд-гонкам в Иране, он нас сразу повез кататься по горам. Фото на память и выезжаем в путешествие. Поехали!
تربص بکن شبای جمعه تازه رفت محبت I am Shamul in Iran. Потом мы уехали ночевать на Персидский залив, хоть нас все отговаривали от этого, но мы поняли почему только когда туда добрались. А тут вообще жара под 30 ночью и очень душно, приходится использовать вентилятор. Так мы выдержали всего 1 час, включили кондиционер в машине и спокойно спали. Далее на пути нас ждал подписчик, все по классике. Поводил нас по красивым местам, покормил. Уговаривал он нас остаться у него, но мы вынуждены были ехать дальше, потому что у нас было мало времени. К этому моменту мы получили письмо из посольства Туркменистана о том, что нам отказали в визе. А это означало, что чтобы нам попасть в Узбекистан, нам необходимо проехать дополнительные 2000 километров вокруг Каспийского моря. 4 дня без остановки мы ехали, потому что мы спали по очереди. Останавливались, может быть, только чтобы покушать, заправить машину. Приехав на границу Казахстана с Узбекистаном, мы зависли на сутки из-за очередей. Отдохнули, выспались. И смотрим фильм Чернобыль. «Чернобыль», да. Мы отправились в Ташкент менять масло. Нам сообщили координаты сервиса ближайшего к нам. Мы заехали, нас там встретили, обслужили машину, и мы поехали дальше. Ташкент сам мы посмотрели достаточно вскользь. Добро пожаловать! Открыт объятия для друзей от всей души. Из Таравшан под звуками Сурная и Карная приветствует гостей молодежь Таджикистана. Эта крепость нам попала на пути, как только мы въехали в Таджикистан. И так совпало, что там в этот день встречали международных студентов. Заодно и нас встретили с хлебом, с солью, чему мы были рады. Сейчас бы вас угостил бы шашлычком, посидели бы. Давай это, с обратной дороги. Все равно отсюда будете ехать. В Киргизстан поедем. Через Киргизстан мы поедем. Через Киргизстан. Блин, Так, видишь, это охота была с русаками посидеть, пообщаться. Да. Всю жизнь я здесь вырос, все это. Ну, в Россию езжу, нет, все. У меня дети в Питере живут, это все. Внуки все там. Зовут, я не могу. Поеду, месяцев 5-6 побуду, опять меня сюда тянет. Счастливым пути вам. Спасибо. Блин, как я... Наши ожидания и реальность вообще не совпадали, потому что мы здесь видим таджиков в основном где-то на стройках, необразованных, которые не разговаривают по-русски. А когда мы приехали в Таджикистан, все, к кому мы обращались, говорили по-русски, причем многие даже без акцента. За поворотом будут Фанские горы, намного круче. Так, бежим до озера. Проснулись в этой палатке. Дима уже готов кушать, но кипяток еще не вскипел. Иногда лень выходить, но ради этой фотки Дима вышел. В Душанбе нам нужно было получить пропуск на Памирский тракт,
Дело в том, что сам Памирский тракт, он проходит вдоль границы с Афганистаном. И для того, чтобы туда попасть, нужно получить специальное разрешение, которое выдает Министерство внутренних дел Таджикистана. Получил я пропуск в Горно-Бадахшанскую автономную область. Это значит, что я могу теперь ехать на Памир. Спасибо, Таджикистан. Все продают ведрами. И вишня стоит всего 210 рублей. А вот там вот через речку Афганистан. В принципе, может переплыть, но здесь какие-то знаки. Мы накачали с интернета все возможные песни про Афганистан. И пока мы ехали вдоль границы с Афганистаном, слушали исключительно всякие песни под гитару. Голубые небеса и все шептал: прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. Афганистан грохочет. Проснулся, когда я с утра. У нас теперь есть яблоки. Прежде чем заправиться, сначала заправляем ведра, а потом машину. Тут сколько лет с ней работаем, видите? Откуда вы? Вы хотите разговор на русском? По-русски мы. По-русски, да, конечно. Мы из Москвы. С Москвы? Вы думаете, что вы добро пожаловать в Таджикистан? О, спасибо большое. Хотите вишни? Да, спасибо. Спасибо. Хорош вам пути. Спасибо. Примерно так у нас сегодня будет выглядеть душ. Мы на высоте 4300, в обсерватории заброшенной. Тут все, хотим посмотреть, что внутри. Ну что, взглянем. Заходим. Вау! Секретная документация со времен Сталина. Ничего себе, расчеты. Разруха! Я из матрицы штуку нашел. Героин. Второе положение кассеты номер 2. В кассете номер 2 вставлена первая пластина. Будем сегодня ночевать здесь, на высоте 4500 метров. В Киргизстане по плану у нас было посещение озера Кельсу в горах Тяньшаня. И только в пути мы выяснили, что туда нужен пропуск, так как это приграничная зона с Китаем. И нам опять повезло, мы познакомились с местным, который нам помог сделать пропуск всего за несколько часов.
700-летняя ива с одним корнем под землей выходит, заходит, там опять переходит, и мы в центре ивы. Все.